Всем привет, дорогие мои подписчики, телезрители. Сегодня решил показать, как я оснащаю жерлицу. Для этого нам понадобится сама жерлица, леска, крючок, грузило, стопор, ножницы и маркер. Давайте приступим. Вот сама жерлица. Сейчас флажок мы уберем, пока нам не нужен. Сейчас я покажу, как я буду привязывать леску к самой катушке. Делаем обычную петлю. Как восьмерка. Немножко подтянули. Натягиваем на саму катушку. Вот, одели на саму катушечку. Узелочек немножко смазали, и стали потихонечку затягивать. До конца затянем. Все, узел готов. Лишний мы сейчас отрежем. Стараться надо под самый корень. Вот, узел хороший, щука его не оторвет. Сейчас я отмотаю 15 метров лески и будем наматывать уже на саму катушку. Намотали леску 15 метров. Леску я беру 0,30 эластичную, чтобы не оставалось от длительного хранения колец, когда распускается. Есть такие лески, которые как пружина. Это очень плохие лески. Отрезаем. Леску отложили. Грузило у меня 4 грамма. Больше не надо. Продели грузило оливка. Берем штопорное колечко, продеваем. Все, одели колечко, поджали под грузило. Грузило у нас зафиксировано к поводку, оно уже не подойдет. Для привязывания поводка делаю обычную восьмерку. Тоже смочили узелок. Затянули. Лишнее обрезаем. Петелька готова. Использую обычные поводки. Вот теперь вот делаем петельку. Продеваем поводочек. Все, поводок притянули. Ну и двойник. Никогда не использую тройники, потому что тройники мне не нравятся. Вот у нас получилось оснащение. Сейчас мы подмотаем. Так, больше не нужно. Фиксируем крючок. Все,
Все, зафиксировали крючок. Сейчас мы это тоже снимем. Теперь возьмем маркер и сделаем 2 метки, чтобы было видно издалека, что железу разматывает. Потом подсохнет, я еще один раз промажу, чтобы было хорошо заметно. Теперь вот так вот она у нас крутится, и мы будем видеть, что она мотается. Ну, в принципе, и все. Железо готово. Можно уже ее использовать. Так что всем моим телезрителям, подписчикам спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставим лайк. Подписываемся на наш канал. Всем пока.